Лошадь неожиданно появилась на церемонии прощания с умершим и сломала копытом крышку гроба, а когда люди узнали причину, то были потрясены до глубины души. Мы часто недооцениваем братьев наших меньших, которые бывают гораздо более проницательны, чем люди. Порой животные образуют такую крепкую связь со своим близким, что даже на расстоянии чувствуют переживаемые ими эмоции. Эта история началась на ферме в Марокко, рядом с небольшим провинциальным городком. 65-летний фермер Салим с самого детства рос на ферме отца, где его окружали многочисленные животные, в первую очередь коровы и лошади. Салим всей душой полюбил братьев наших меньших и со временем завел собственное хозяйство, уделяя большое внимание своим любимым лошадям. Салим долгие годы просыпался рано утром и шел в конюшню, когда вся его семья еще спала, чтобы расчесать хвост и гриву лошадям и накормить их. Кроме того, фермер испытывал сильную жалость к больным и раненым лошадям и ухаживал за ними так же бережно, как и за здоровыми особями. Хотя все окружающие считали это абсолютно бессмысленным, Салим спас уже немало захудалых питомцев, которых их хозяева собирались безжалостно усыплять. В хозяйстве фермера находились уже десятки лошадей разных пород, и он без раздумий брал новых питомцев, если те ему нравились. Когда Салиму было 48 лет, он услышал от другого фермера, что его породистая лошадь умерла при очень тяжелых родах, родив при этом совсем тощего жеребенка, от которого владелец намеревался избавиться из-за его неперспективности. Малыш выглядел совсем вялым и безжизненным, едва мог открыть свои глаза, а хозяин был уверен, что тот умрет через пару дней. Салим решил посмотреть на несчастного детеныша, и сердце мужчины дрогнуло при виде этого маленького беззащитного комочка, который никому не был нужен. Салим сразу предложил соседу выкупить у него больного жеребенка, на что мужчина очень удивился, не понимая, зачем приятелю понадобился такой заморож, и предупредил, что не вернет Салиму деньги, если питомец не протянет и недели. Ударив по рукам, фермер загрузил тощего жеребенка в свой пикап и первым делом решил отвезти его к ветеринару. Осмотрев животное и сделав несколько анализов, ветеринар пришел к неутешительным выводам, что бедолага вряд ли протянет даже несколько месяцев, добавив при этом, что при очень тщательном уходе он, возможно, проживет 1-2 года. Салиму было не привыкать заботиться о слабых и раненых особях, поэтому его не особо смутили слова ветеринара. Вернувшись на ферму, мужчина выделил новому обитателю небольшое, чистое, хорошо освещенное стойло и стал уделять малышу повышенное внимание, при этом бережно, по-отечески ухаживая за ним. Салим назвал жеребенка Кара, и, несмотря на все мрачные прогнозы, мужчина растил питомца год за годом, пока тому не исполнилось 5 лет. Видя довольно резвую, быструю и сильную лошадь в хозяйстве фермера, окружающие не могли поверить в то, что еще не так давно каждый, кто встречал бедолагу, не давал ему ни единого шанса на выживание. Кара настолько привязалась к своему спасителю, что сопровождала его повсюду, и, похоже, верила, что добрый фермер – ее единственный настоящий родитель. Салим лишь отшучивался, что он вложил в малыша столько сил и любви, что у него не было другого выхода, кроме как стать одним из самых ярких представителей его большого фермерского хозяйства. К сожалению, через несколько лет Салим сильно заболел. И с каждым днем он чувствовал себя все хуже и хуже. Жена и дети фермера стали выполнять большую часть обязанностей по хозяйству, а Салим лишь приглядывал за своими любимцами и давал советы близким. Кара, видя, как страдает мужчина, старалась как могла поддерживать хозяина и подолгу смотрела на него своими большими грустными глазами. А Салим чувствовал всем сердцем, что лошадь как может пытается его поддержать. Через несколько месяцев у фермера случился сердечный приступ. Родные уже ничем не смогли помочь мужчине. На похоронах Салима собралась вся его большая семья и многочисленные соседи. Кара очень сильно волновалась в тот день и вела себя довольно агрессивно по отношению к окружающим, поэтому ее решили запереть в стойле. Вот только хилый засов не смог сдержать взбунтовавшуюся лошадь, и вскоре она вырвалась на свободу. Кара бросилась прямо к кладбищу, которое находилось неподалеку от фермы. Увидев приближающееся агрессивное животное, похоронная процессия тут же расступилась, а Кара направилась прямо к гробу, в котором лежало бездыханное тело хозяина,
и стала сильно бить по нему передними копытами. Окружающие в ужасе смотрели на происходящее, а лошадь не унималась. Она яростно сбросила крышку гроба и стала словно одержимая обнюхивать тело своего умершего хозяина. Немного придя в себя от шока, близкие покойного заглянули в гроб и обомлели от изумления, осознав, что Салим лежал не в той позе, в которой они его положили. Только сейчас до людей дошло, что Кара единственная почувствовала, что ее хозяин каким-то чудом еще жив, и помчалась на кладбище, чтобы спасти мужчину. Салима тут же отвезли в больницу, где доктора помогли мужчине окончательно прийти в себя и объяснили близким фермера, что это довольно необычный случай, но отнюдь не уникальный. Оказывается, у Салима была каталепсия, состояние очень похожее на смерть, когда тело полностью теряет свою чувствительность, и у больного пропадают практически все признаки жизнедеятельности. Семья ужаснулась, осознав, что они чуть не похоронили всеми любимого Салима. Если бы не Кара, которую фермер самоотверженно спас много лет назад, то случилось бы непоправимое. С этого дня удивительная Кара стала любимицей не только Салима, но и всей его большой дружной семьи.